Всем привет! Все знают, что компания Lenovo совсем скоро покажет игровой планшет под названием Lenovo Legion U700. Планшет получил отличный дисплей на 8,8 дюйма при разрешении 2560 на 1600 пикселей, и частота обновления его составляет 120 Гц. Представители компании также сделали акцент на поддержке устройством технологии Dolby Vision и Dolby Atmos и интегрированной акустической системы JBL. Но неожиданно для многих людей, недавно компания опубликовала видеоролик, в котором нам демонстрируют следующий смартфон линейки Lenovo Legion. Это, можно сказать, долгожданный смартфон. Устройство будет выпущено под названием Lenovo Legion U90. По поводу дизайна мы получили привычный внешний вид смартфона, а именно похожий на дизайн прошлогоднего Lenovo Legion Phone Duel 2. Стоит отметить, что игровой смартфон Lenovo U90 оснащен отличным экраном на 6,92 дюйма. Спереди у нас плоский дисплей со стандартными рамками. Технология его Samsung E4 AMOLED с поддержкой HDR и частотой обновления 144 Гц, то есть все топово. Также мы получили частоту дискретизации касания 720 Гц. Используемые компанией Samsung материалы нового поколения E4 значительно оптимизированы с точки зрения максимальной яркости, контрастности, точности цветопередачи, отображающие более широкую цветовую гамму, сокращение времени отклика и, что немаловажно, конечно же, энергопотребления. Также дисплей может похвастаться сертифицированным режимом низкого излучения синего цвета. Напоминаю, лучи синего спектра вызывают фотохимические повреждения сетчатки глаз. Они окисляют и разрушают клетки ее пигментного эпителия, а также сами фоторецепторы, с помощью которых мы воспринимаем свет. Экран, в отличие от большинства современных смартфонов, не имеет ни отверстия, ни челки. Вместо этого он получил широкую рамку над дисплеем, где расположены отверстия динамика и селфи-камера. По внешнему виду стоит отметить, что в центральной части задней панели расположена сдвоенная основная камера. Телефон также получил большое вентиляционное отверстие. Внутри расположены вентиляторы системы охлаждения. Многие люди считают это лишним, ведь чтобы не позволить процессору спровоцировать перегрев самого себя и смежных компонентов, производители ограничивают его потенциал на максимально безопасной отметке. То есть сами решайте, для кого-то это может и нужно, вот эта система охлаждения. Также есть RGB подсветка и два разъема USB-C для быстрой зарядки. Один слева и другой внизу. На корпусе можно заметить качельку регулировки громкости слева и слот для сим-карты, а также отверстие для основного микрофона внизу. Lenovo U90 будет построен на базе однокристальной системы от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 888. Это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 1 декабря 2020 года и изготавливается по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет одно ядро Creo 680 Prime Cortex X1 на 2,8, 3 ядра Creo 680 Gold Cortex A78 на 2,4 и 4 ядра Creo 680 Silver Cortex A55 на 1,8 ГГц. Почему не будет предложен в данном смартфоне более новый процессор Snapdragon 8 Gen 1? До сих пор не ясно. Но я могу сделать два предположения. Во-первых, компания Lenovo предпочла снизить цену своего смартфона, потому что, как мы знаем, уже 888 дракон это уже устарелое решение, а вот 8 Gen 1 намного круче и дефицит никто не отменял. Во-вторых, это связано с надобностью изготовления более мощной системы охлаждения для обуздания такого мощного процессора от компании Qualcomm. Смартфон также стоит отметить, что получил оперативную память LPDDR5. В режиме активной работы энергопотребление смартфона с новой памятью снижается примерно на 10%, а это очень даже неплохо. В режиме сна дела обстоят еще лучше благодаря новому режиму глубокого сна, который гарантирует, что LPDDR5
DDR5 потребляет на 40% меньше энергии в режиме ожидания по сравнению с LPDDR4X. Флеш-память выступает UFS 3.1. Эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, который нужен для увеличения скорости записи и функцию, помогающую переводить накопитель в режим сна. Также накопитель может информировать другие комплектующие о тротлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при перегреве. Выход новинки ожидается в ближайшее время. Ну что же, ребята, на мой взгляд, сейчас вот эта вся эра игровых смартфонов идет, можно сказать, ввысь. И мы получаем с каждым годом все лучше и лучше смартфоны. По поводу компании Lenovo. Lenovo пошла на такой шаг, чтобы все-таки ворваться в эту нишу. Как мы знаем, сейчас игровые смартфоны производят компания Asus, компания Xiaomi и так далее. Это очень маленький рынок, но все-таки там есть смартфоны. Почему данный смартфон считается игровым? Как вы знаете, сейчас многие производители в свои флагманы ставят вот эти процессоры. Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen 1. Но почему они не называют свои смартфоны игровыми? Потому что Lenovo Legion U90 это достаточно интересный смартфон, который имеет охлаждение, вот эти все заморочки, RGB подсветку и так далее. Вот из-за этого и компания Lenovo называет его игровой. То есть любой производитель может взять вот эту мощную начинку, даже сейчас можно сказать, любой флагман может назвать себя игровым смартфоном. Почему не называют? Потому что нету такого вызывающего вида, вот как у Lenovo U90. Так вот, вы должны понимать, что это всего лишь смартфон, очень мощный и очень красивый. То есть игровой смартфон это, можно сказать, мощный смартфон, но он имеет корпус, отличающийся от других конкурентов, то есть RGB подсветка и так далее. Как я говорил ранее, в других конкурентах есть триггеры и тому подобного. Также вы должны понимать, что есть игровые ноутбуки. Они чем отличаются? То же самое внешним видом. Подсветка клавиатуры, сзади имеются красные, что немаловажно, вставки для охлаждения ноутбука и так далее. То есть у каждого производителя свои заморочки. На мой взгляд, компания Lenovo сделала очень хороший смартфон. Во-первых, мы получим очень хорошую матрицу экрана E4 Samsung. Это очень хорошее решение, которое в наше время может предложить нам топовые характеристики за недорого, потому что эта матрица уже давно изобретена компанией Samsung, и в массы она вошла в 2020 году. Так вот, это очень круто. По поводу процессора, кто-то скажет, 888 Dragon это старье, но 8 Gen 1 это по сути тот же 888 Dragon. Почему? Потому что там мы не получим такого скачка в производительности. То есть, если вы возьмете два смартфона на этих процессорах, вы не увидите никакой разницы вообще. То есть в Antutu, да, есть какая-то небольшая разница, в Geekbench то же самое, но в плане повседневного использования вы вообще не увидите никакой разницы. То есть тут, на мой взгляд, Lenovo сделала очень хороший шаг и закупила именно процессоры Dragon 888. Вот такие дела. Ждем презентацию от компании Lenovo. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.